Приветики, те, кто давно наблюдают за каналом, в курсе, что у нас тут, такая ситуация биполярочки постоянно происходит, потому что, с одной стороны, весь этот канал про то, что, вот, смотрите, нужно покупать машины разумно, у нас там есть бюджеты, у нас там есть требования, задачи, и под эти задачи надо бы там все посидеть, посчитать, а надо бы еще посидеть, посчитать вот там вашу эксплуатацию, сколько вы там лет будете ездить, сколько пробега у вас там будет, сколько вам это будет стоить, там, туда-сюда. С другой стороны, как только я купил Кайвана, сразу у нас понеслась такая история, что, в целом можно и хуй забить. Вот. Чё по кайфу, то и делай. И вот нас периодически туда-сюда мотает. Иногда мы выходим и такие, вот, смотрите, все херня, нужно покупать Тигуан, нужно покупать какие-нибудь вот такие вот машины. С другой стороны, мы потом выходим и такие, можно и какую-нибудь лютую, очень редкую херовину купить. И да и ладно, если вам прикольно, то и отлично, наслаждайтесь, только нас не трогайте. Но при этом, если мы постоянно будем погружаться вот в эти вот сорта всяких разных интересных автомобилей, интересных, потому что, естественно, каждый отдельный автомобильный клуб, вот какого бы автомобиля они бы не были бы фанатами, вот они считают свои автомобили интересными, а все остальное это полная херня вообще. Вот если, условно говоря, у тебя там ты вот адепт праворуких вот этих вот машин, то сразу же все немцы и вот вообще британцы и все европейское по определению сразу же неинтересно. Вот просто сразу. Там ничего интересного там не бывает, все полное говнище, вот то ли дело наш православный правый руль. И вот чем дольше ты в это дело погружаешься, тем больше ты смотришь на всяких разных фанатов, которые там, вот смотрите, на самом деле, одно дело купить купе, да, а другое дело купить еще какое-нибудь купе какого-нибудь конкретного модельного года, а вот может быть с каким-нибудь конкретным мотором, а вот может быть с какой-нибудь там конкретной комплектацией и бла-бла-бла по поводу. Но сегодня у нас абсолютно великолепный пример вот такой вот интересной автомобильной биполярки, потому что, с одной стороны, гарантированно подавляющее большинство из вас никогда не сидели в этом автомобиле и очень вряд ли в целом в жизни посидит. С другой стороны, вы все его прекрасно знаете. С третьей стороны, у нас сегодня великолепный правый руль. Великолепный правый руль вот на этом вот канале. Но при этом я тут стою, улыбаюсь, а Оксар как-то не очень. Или ты улыбаешься? Нет. Тебе как? Вот, это вот, это ж настоящий правый руль. Он же вот такой должен быть, настоящий ЖДМ. У тебя правый руль, задний привод. А? Я не могу понять, как мне к нему относиться. Из той эпохи, когда еще умели делать автомобили, блядь. И вот сегодня будет что-то очень интересное, потому что сегодня у нас Рива. Она вон на фоне там завелась сейчас. И если вы вдруг не понимаете, о чем идет речь, то бренд тут Лада. И это праворукая классика. Сейчас, как видите, я на съемке. А после этой съемки, кстати, еще будут другие трехчасовые съемки. А завтра будут еще сложные съемки с 5-минутными перерывами на отдых. И в таком графике есть свой шарм, но есть и явный минус. Например, тебе тупо некогда позвонить своим родителям. И я вот отцу машину подарил, а узнать, как он там с ней справляется, не могу. Но, если честно, я иногда присматриваю за ним в эти самые 5-минутные перерывы, благодаря новой функции 2GIS «Друзья на карте». Теперь в приложении можно выбрать своих близких или друзей и видеть, где они находятся в данный момент, даже в другом городе. И поэтому, когда вижу, как отец заезжает на сервис, у меня сердце кровью обливается, если честно, но это уже другая история. Чтобы у вас тоже появилась эта функция, обновляйте 2GIS, авторизуйтесь в приложении и переходите по ссылке в описании. А чтобы у близких появилась эта функция, просто скиньте им эту же ссылку. Стас, снимаем. Камера, мотор. Ну что ж, у нас сегодня тот случай, когда можно выхватить люлей от всех. Просто пачкой, потому что у нас тут же, правый руль, но при этом классика. Весь АвтоВАЗ-клуб, Жига-клуб, здравствуйте. Я нихуя в этом не понимаю, но сейчас будем разбираться вместе с вами. Что ты думаешь? Я не знаю. Что у тебя такое? Это, праворукая машина? Да. Праворукая. Хорошая, значит? Подожди, это не так работает. Почему? Погоди. Ты мне тут 2 года продавал идею, что вот правый руль это... И вот тебе шах и мат. Ты еще говорил, что АвтоВАЗ говно. Так вот, держи. Вот давай, шахмат.
Если вы вдруг не в курсе, что это нахер вообще такое, это, ну, как бы, это семерка. Все нормально, просто она экспортная. И у нас, как бы, когда вот производились эти автомобили, что пятерка, что четверка, что семерка, какое-то количество из них отправлялось на экспорт. И у нас существует огромное количество вот этих вот каких-то непонятных там то ли мифов, то ли каких-то правдивых фактов, что вот у нас как бы Жигули, которые делались внутри страны, это как бы, ну, одна херня, а вот на экспорт это у нас прям... Вася, вах, были машины. Вообще, просто вот, ну, там, все Кадиллаки, все BMW, Мерседесы трепещали перед нашими экспортными Ладами, потому что это было прям... И они поставлялись по большому количеству стран. И вот конкретно Лада Рива — это та машина, которая поставлялась в Британию, в Новую Зеландию и в Австралию. Вот в эти вот страны с неправильным дорожным движением. И если вы смотрели Топ Гир когда-то очень давно, когда вот там, ну, типа, классическая троица вот просто вот издевалась в какой-то момент над нашей советской классикой, и вот когда вот Кларксон стучал молотком по машине, такой типа, ебать она прочно, это вот эта вот тачка. Ну, в смысле, не конкретно вот эта вот модель. При этом, да, действительно, эти машины, ну, довольно сильно отличались от того, что производилось тут у нас внутри, но как бы не пиздец драматически. Основное отличие этих тачек в том, что, типа, ну да, вот особенно конкретно, когда мы берем, типа, британскую версию, они, наверное, были самые популярные, потому что в Британии они больше всего расходились. Вот, когда появилась машина в 83-м, было продано 6 тысяч автомобилей за полгода. В 86-м было продано 20 тысяч, только в Британии. В 7-м 30, это 87-й, это когда уже, напоминаю, типа, классики уже хуй знает сколько лет в обед. У нас в стране сейчас УАЗ продается примерно таким же тиражом, как Лада Рио продавалась в Британии, когда-то давно. Я нашел статью в Автокаре. Автокар — это, типа, ну, как бы, британский журнал, вот у них там какое-то время существовал Топ Гир, еще до того момента, пока он стал вот именно телевизионным шоу, там у них был, типа, именно журнал Топ Гир. И журнал Автокар — это по типу, ну, не знаю, как наш российский аналог «За рулем», где просто ребята, ну, типа, берут, как бы, вот какую-то машину и такие, типа, ну, и вот, как бы, смотрите, машина, такие-то опции, так как-то вот оно какое-то вот такое, ну и вот такие, короче, стандартные статьи. И типа они изначально тут у себя в статье, ну просто хотя бы объясняют, что вообще нахер происходит, что типа смотрите, Лада — это такой бренд, который вот из Soviet Union, там туда-сюда, и типа, и вот на великолепной фабрике в Тольятти, что недалеко от Москвы, написано у ребят как бы... в статейке, да. У них написано, что Лада, типа, абсолютно великолепный пример дешевых автомобилей, потому что там у них в статье речь в целом идет про дешевые автомобили, они из этого заходят, что, типа, вот, как бы у нас, как бы, есть аудитория, есть конкуренты, есть разные бренды, но при этом есть ниша ультрадешевых автомобилей, когда человек может прийти и купить первую машину, вот, новую, с салона, типа, задешево. Вот, запись, и Лада тут очень сильный игрок. И что завод там миллионные тиражи автомобилей выпускаете, все классно. И вот, ну, типа, у них абсолютно великолепный есть абзац вот тут внутри. Что, типа, несмотря на то, что у нас машина, ну, как бы, вот, дешевая, и вроде бы как очень простенькая, однако при этом есть абсолютно удивительный список базового оборудования. И тут мы вдруг узнаем, что, ну, типа, в классике есть оборудование, оказывается, хоть какое-то, кроме того, что, типа, это руль, педали, жига. Оказывается, что здесь, и тут ребята прям, ну, типа, долго по этому поводу говорят, что, типа, у нас... Загибайте пальцы. Во-первых, регулируемый по высоте свет. Во-вторых, у нас регулируемые из салона зеркала. И вот, ну, вот эти вот конкретно зеркала, это совершенно другие зеркала, нежели наши обычные классики. И вот, как бы, это прям, ну, баф. Это прям бонус, это прям круто. Кроме шуток, даже в Европе в 80-е, потому что, ну, большое количество автомобилей тогда имели просто вот зеркало, которое просто вот торчит, оно, типа, ты взял, рукой пощупал, помацал и так далее. А здесь можно прям из салона что-то там крутить-вертеть, и это прям с завода, это прям вау. Потом у нас велюровые сиденья, подогрев заднего стекла и, самое что важное, подсветка багажника и подсветка подкапотного пространства. Абсолютно великолепный список оборудования, пишет нам журнал Автокар, и при этом еще, типа, абсолютно бешеное или, ну, amazing, типа, как, восхитительно, великолепно и так далее. То, что идет по стандарту, это типа тулкит, ну, набор инструментов, из 21 инструмента. А еще я забавную херню нашел в интернетах, что, типа, как будто бы, там, где-то в районе 80-х придумали шутку, что, типа, почему там вот, как бы, какие-то ребята, какие-то автомобильные фанаты не здороваются друг с другом, потому что они с утра виделись в автосервисе, и как будто бы это придумали британцы про Ладу Риву. Я, как бы, ну, свечку не держал, не знаю, но довольно забавно, что у нас это, типа, что почему владельцы Land Rover'ов не здороваются, потому что видели другую сервис. А когда-то давно в Британии шутили примерно так же про Ладу. У тебя же есть великолепная опция из 21 инструмента. Зачем тебе сервис? Ну, кроме шуток, это типа реально... Да, в Британии он стоил 3100 фунтов. 3168, я даже запомнил. Что тогда это, ну, это прям дешево. Реально дешево. Это чуть ли не самая дешевая машина в Британии. И там дальше, вот в этой же статье, там типа чуваки такие: на бумаге все охуенно. Потом ты садишься за руль, начинаешь ехать, блеск немножко, блядь, падает, но очень сложно забыть цену, блядь, в 3000 фунтов. Это там прям, ну, цитаты, прям так написано. И потом по итогу они приходят к тому, что типа, ну да, это как бы, ну, за свои деньги это абсолютно нормальная машина. Мы думали, что она хуже, а она даже не такая плохая, нормально. Руль крутится, тормоз тормозится, машина поворачивает.
Все. Инструменты охуенно в бонус. Самый главный недостаток, что жрет много. Потому что тогда это 80-е, это еще хвост топливного кризиса, тогда еще Европа вся в ахуе была с того, что типа, бля, топливо дорогое, нету туда-сюда, поэтому всем нужно было срочно экономить. И вот там у них там типа, ой-ой, много жрет. Так вот, еще повторяя свой вопрос, британские журналисты оценили, хотя, конечно, статья может быть заказной, мы не узнаем. Правый руль в наличии, хорошая машина. Я не знаю. Давай дальше разбираться. Итак, это у нас Lada Riva, она же классика только, ну, как бы для британского рынка. И мне тут, ну, как бы, ты сразу сидишь и в ахуе трижды, потому что, во-первых, правый руль при правостороннем движении, это уже, ну, как бы, с моей точки зрения, сука, неправильно. У нас коробка передач механическая, ну, как бы, если с механикой базовой нет никаких проблем, но то, что с другой стороны, и у тебя передача-то не зеркальная, у тебя же коробка та же самая, поэтому у тебя первая от тебя, вторая тоже там, где-то там, потом третья. Это ладно, до третьей мы еще дойдем. И самое важное, что у нас, так как машина, собственно, праворукая, педальный узел-то тоже не зеркальный, слава богу, что у тебя педаль газа справа, все нормально и так далее. Но если вы когда-нибудь видели Жигу, особенно если вы сидели за рулем в Жиге, то вы в курсе, что здесь у нас как бы, ну вот с водительского места, с правильного, у тебя там такая арка колесная. И из-за этого педаль сцепления, ну, типа, стоит немножечко странно. Так вот тут у нас педаль газа стоит немножко странно. Она ебать как высоко относительно педали тормоза. Это надо привыкать прям. У меня еще кроссовки здоровые. Но на самом деле вот такие машины, это машина приключения. Потому что, типа, даже если ты к ней привыкнешь, даже если ты вот, ну, как бы освоишься с ней каждый день и все такое, и тебе будет прям все нормально, это все равно, ну, типа, очень сильно напоминает поездку на Запорожце до Байкала, потому что там ты тоже садишься, ну, типа, прям вот в какую-то вот супер древнюю, супер странную, типа, в современном реалии машину, и куда-то очень далеко едешь, это всегда очень, это прикольное чувство. Вроде бы у тебя обычная твоя рутинная жизнь, вроде бы ты вот, ну, там, такой сел и куда-то там как-то поехал, но это прям... Ее шатает еще туда-сюда. За счет того, что здесь еще у нас, ну, переделана же техническая вся начинка, потому что ты же не можешь просто как бы взять и руль перенести. Жига и так болтается в полосе как говно всегда, всю свою жизнь. Вот она вот, ну, типа, всегда просто вот, ну, типа, там, где-то как-то искала у тебя дорогу. Справедливости ради, как и большинство автомобилей вот, ну, типа, того времени, что, типа, у тебя как бы... Во-первых, рулевое управление вот такое, и это у нас машина в очень хорошем состоянии. Владелец заморочился, тут здесь все восстановил, реально клевое состояние, все такое, но вот это у тебя, ну, просто, это норма. Едем прямо, все еще. Ну, и типа, что это фан. Ну, вот реально, смотри, если ты на серьезном лице, вот прям владеешь Жигой на левом руле, то это грустно. Если у тебя Жига на правом, ебать весело. И когда у тебя уже машина вот такой конструкции, такого года, в таком состоянии в целом, ну, как бы уже в современном мире, мне кажется, ее невозможно хейтить в принципе. Вне зависимости от марки, модели, чего угодно вообще. Потому что когда у тебя, ну, типа, реально в пиздатом классном состоянии, очень древний аппарат, пофиг какой, это просто, ну, типа, респект, уважение, все такое. И просто прикольно. У меня есть знакомый, который себе купил копейку. У него до этого там было какое-то количество прям немецких автомобилей, дорогих, там все такое. Ну, как бы, ну, человек с деньгами, все нормально. Но говорит, что, типа, бля, пацаны, купил копейку и ебать, типа, девочки внимание обращают. Но именно когда она прям, ну вот, ну, типа, видно, что она, знаешь, типа, в идеале, когда она прям вся вылизанная, отпидоренная, вот на всем-всем. То есть это видно, что человек уже угорает, типа, просто, ну, как бы может. И владелец тоже вот этой машины, ну, у него понятно, что у него, типа, праворукая, типа, он тоже внимание здесь привлекает. Ну, когда ты, опять же, в современном потоке прям видишь вот прям классную вообще отпидоренную машину, это прям вау. Потому что такое просто пойти и за деньги купить невозможно. Тебе нужно сюда будет вложить очень много рук, очень много голов и всего такого. Бля, педаль газа, конечно, пиздец странно. К чему вообще снимаем этот автомобиль? Вот мы же как бы изначально говорили про то, что вот у нас как бы есть рациональный подход, есть подход, чтобы просто там типа себе каким-то образом щекотать яички свои автомобильные, что вот типа у меня классная тачка и так далее. И вот тут у нас как бы, ну, относительно дешево, ну, относительно всего рынка в целом, ты, если ты вот как бы вот на такое дело падки, ты получаешь себе очень классный и очень тонкий понт. Потому что Жига есть у всех, а праворука это уже, ну, как бы утонченная штука. И вот владелец уже рассказывал, что, типа, когда ты едешь чистый по городу, на намытой машине, а чистая Жига это уже ебать, это что, это уже у Жигули-то есть деньги на мойку, это уже, как бы, ну, охуеть. И ты едешь себе спокойно в машине, которая выглядит приятно, которая покрашена, которая все в порядке, которая на красивых дисках, все хорошо, типа, просто вот спокойненько себе едешь. Едут люди, просто поворачиваются на красивую машину, поворачиваются обратно, вот такие, чё, блядь?
поворачиваешься еще раз, понимаешь, что правый руль, и такие типа, о, бать лайкос. И при этом относительно по деньгам сюда потрачено не очень много денег, но при этом как бы ты не можешь просто пойти и взять с ноги и купить нормальную праворукую вот такую вот машину, потому что каждая из них это типа прям отдельная какая-то история. Само собой, в Британии или где-то в Европе их там толком уже нигде не осталось, потому что там просто этим экологическим классом, ну как бы ничего не сделаешь. При этом, кстати, они еще в 92-м году в нее засунули катализатор. У тебя как бы карбюратор и катализатор. Ну, потому что, типа, есть евростандарт, они только появились, надо было там хоть как-то какую-то экологию натягивать, они такие, блять, у нас инжектора еще пока что под эти моторы нет, извините, но мы сейчас вот кат засунем, он, правда, при карбюраторе разваливаться будет каждые 2 года, но что поделать, Надо же продавать, ведь продается же, продается. Так вот, возвращаемся обратно к машине. Из Европы взять и привезти что-то там уже плюс-минус адекватное, ну, практически невозможно. Тебе всегда нужно искать это вот какие-то вот, ну, реэкспортные машины. Это когда вот их там, типа, увезли в Британию, потом привезли обратно. Потому что в 90-е и в ранние нулевые там все подряд сюда все это дело везли. И вот тут, собственно, такая же история, что изначально я купил какой-то моряк из Мурманска, какое-то количество времени на ней ездил, убивал ее как мог, дальше она досталась вот нашему текущему владельцу. Он потратил 3 года жизни на то, чтобы она выглядела вот так, и, собственно, вот она теперь выглядит вот так. У нас тут в наличии куча всяких разных интересных брошюрочек, всех инструментов, все такое там плюс-минус в оригинале. У нас куча всяких интересных значков, и в целом машина выглядит... Вася, кайф. Так вот, возвращаемся к вопросу. Хорошая машина. Какой ответ ты хочешь услышать? А любой, меня любой устроит. Такая ситуация, что типа мне выгоден любой твой ответ. Говоришь «да», я такой «о», вот у нас официально подтверждено, что Аксар говорит, что АвтоВАЗ-то заебись. Если ты говоришь, что нет, вот подтверждение, что праворукие машины говно. Все, блядь, шах и мат. Я же говорю. Мне нравится, когда руль по центру. А, так это тебе в картинг. Только там тебе не нравится. Там меня все обгоняют. Добро пожаловать. Ну и понятно, что вот этот весь разгон по то, что тут какие-то совершенно другие кардинальные автомобили, он с одной стороны как бы справедлив, с другой стороны, конечно же, нет. Потому что, ну как бы, понятное дело, что технически это немножко другая машина, потому что перекинуть руль на другую сторону это определенный геморрой по технике, и мы тут немножко по этому поводу дальше поговорим. И какие-то вещи там по комплектациям, понятное дело, отличались, что у нас там дверные карты другие, у нас там вот, ну, как бы зеркала заднего вида, да, окей, хорошо. С учетом того, что, как бы, ну, в «Жигулях» в целом-то особо не то, чтобы что-то там было, всем казалось, что это, типа, ебать изменения, но базово-то особо нет. В какой-то момент они еще там поработали немножко с безопасностью, и они стали чуть попрочнее, чуть получше, но справедливости ради и на нашем потом российском рынке они тоже поработали с безопасностью, тоже стало все чуть получше. Магнитола Philips была, и то ее дилеры доставляли. И вот это вот стандартная история, когда вы там, типа, вы можете залезть в какую-нибудь, я не знаю, в какую-нибудь обсуждалку, какой-нибудь драйв или какие-нибудь комменты, или какую-нибудь вот такую вот фиготу, где обсуждают вот экспортные когда-то давно еще лады. Там всегда была такая штука, что ну вот, ну умели же делать, ну могли же, блядь, пиздец, а у нас тут делали полный хуй. Это все можно спокойно пропускать мимо ушей. Потому что да, оно как бы там, ну в каких-то нюансах, в каких-то мелочах отличается, но базовая это та же самая машина. Никакого чуда здесь особо нет. Самая главная проблема в том, что вот у тебя как бы эксклюзивная штука, да? Ну, типа, правый руль. И тебе кажется, что типа, ну ебать, что это, Жига, тут же у нас вообще никаких проблем. Просто прикольная с правым рулем, но нет. У тебя же, ну, как бы, вот все, что связано, собственно, с этим правым рулем, у тебя все здесь уникальное. Редуктор не найдешь. Рейка под вопросом, и вот как бы владелец говорит, что единственное, с чем вот ебусь на регулярной основе, это редуктор. Последний раз его кто-то когда-то где-то видел на Авито за 30 тысяч рублей. Возможно, кстати, еще поэтому у нас тут рулевое управление вот такое вот. Вот мы дошли до того момента, когда осуществились твои фантазии, что мы едем, снимаем обзор, а я справа. Ну слушай, это настолько стилево, что говорить про то, хорошая эта тачка или плохая, вообще нет смысла. А, вот так вот ты решил отмазаться, да, блядь? Ты сам сказал. Когда садишься в что-то абсолютно несуразное, абсолютно вот не под современный мир, абсолютно что-то вот супер другое, ты прям не знаешь почему, но тебе очень весело. Ты просто едешь и говоришь, и меня вот с этой точки зрения всегда удивляли ребята, которые, знаешь, такие типа ну, на серьезном лице, прям на серьезном ебали. Берут, ну там типа какую-нибудь классику 80-х, 70-х, какого-нибудь москвича, и прям на серьезном ебете такие типа, ну смотри, вот это лучше, потому что. Вот это хуже, потому что. А у меня здесь вот такая вот хуйня была, а у тебя там вот такая хуйня была, а вот это вот там то, а вот это вот там все. Похуй, все. Ну типа 20-летняя, 30-летняя, 40-летняя, сука, машина, это все сферический конь в вакууме. Он просто сам по себе прекрасен, и отъебитесь от него. Просто берешь любую машину, тратишь несколько лет жизни, восстанавливаешь ее до идеала, а дальше уже, ну типа, очень забавно веселишься. Притом это же реально вот такое, это же очень сложный понт. Вот тебе вот мало просто
взять котлету денег, пойти какую-нибудь купить тачку и просто ходить выебываться. Это не получится. Тебе нужно именно взять, пострадать какое-то количество времени, но потом у тебя зато, блядь, супер нахуй люди, на котором очень страшно ехать 70 км в час. Ну что поделать. Мне кажется, тут, знаешь, в мануале должно быть написано не механизм рулевого управления, а механизм рулевого направления. Что ты просто, ну как бы, ты рулем задаешь направление, что примерно, блядь, вот туда, а машина дальше поедет, не поедет, там, неизвестно. И вот я еду, и ощущение от именно рулежки, от педалей, от всего-всего, я точно знаю машину, которая максимально близко к этой вот штуке. Это гелик. Разве? Да. Пиздец, как похоже, что у тебя, ну, как бы, ты держишь руль прямо, а машина такая, ну, давай туда, а может быть сюда, а может быть вот здесь. Потом ты поворачиваешь руль, она такая, нахуя. И вот это, бля, это один в один гелик. Отвечаю, что на торможении в сторону куда-то ведет, на исправной машине. Хуй вообще. Просто ебать. А при этом ты перестаешь болтать, она начинает такая, типа, ну что там, мы там что-то рулем вроде делали. Давай там как-нибудь это... Короче, если у вас никогда не было вот такого автомобиля или такого ощущения, что у вас была какая-то вот старая, супер древняя тачка, и вы на ней там типа куда-то вот, далеко не едете, я вам крайне рекомендую. Как человек, который когда-то давно на Запорожце доехал до Байкала, это точно типа одни из самых интересных автомобильных впечатлений у меня в жизни. Не знаю, зачем я вам это буду сейчас рассказывать. Как будто ли всем не насрать, что тут как бы под капотом находится, потому что, ну, ты все равно такую машину никогда больше не увидишь в жизни, скорее всего, в целом так-то, как и я тоже, то что, ну, как бы, праворукая жига, это типа, это что-то вот, ну, из мира посвященных. Но при этом, если вы вдруг на серьезном лице возьмете и полезете изучать, ну, типа, а что же там такого у нас интересно было по технике, вам там тут же все напишут, что тут совершенно другое все, потому что у нас там существует херово разных комплектаций, а если какие-то комплектации, то там еще и моторы другие, и коробки другие, не то, что у нас там говнище всякое ставилось и так далее. Так вот, тут все то же самое, но немножечко с нюансами, потому что вот, ну, допустим, мотор 1.3, да, стандартный классический мотор, но здесь у нас привод ГРМ на ремне, была цепь, теперь ремень, вон, кстати, его прям видно, потому что, ну, прям видно, что вот его прям делали, ну, надо вот быстренько сделать как-нибудь, ну, вот мы сейчас пластмассину сделаем какую-нибудь, вот тут у тебя прям здесь вот ГРМ, ну, и как бы и ладно. Второй момент из-за того, что у нас машина изначально спроектирована по православному, что у нас, ну, типа, слева руль должен быть. Развесовка была вся под левый руль, потому что, ну, как бы, у тебя, когда ты берешь какую-то машину и там ее начинаешь гонять по прототипам, начинаешь ее каким-то образом проектировать, там, смотреть, расставлять где-то узлы, агрегаты и прочее, тебе очень важна развесовка. И понятное дело, что у тебя автомобиль штука неравномерная, тебе в любом случае всегда нужно где-то как-то играться весом, чтобы у тебя не было такого, что у тебя была машина сильно перекошена на какую-нибудь сторону. Toyota Land Cruiser Prado 120. Добрый день. Обращал внимание, что все 120-е, они со временем... Да, GX тоже заваливается. Ну, потому что это Prado. Ну, в смысле, одно и то же, да. А что такое? Да, это так. Чтоб в Наскаре участвовать. Да, беда в том, что он завалится в другую сторону, но это ладно. У них в другую сторону, в Японии. Так вот и оказалось, что когда ты берешь и переносишь рулевую рейку, ты же переносишь весь рулевой механизм, там, редуктор, там, туда-сюда, и оно вот, ну, как бы... весит. И если при нормальной компоновке, когда у тебя руль слева, у тебя это все дело уравновешивалось тем, что у тебя здесь стоит аккумулятор, и оно у тебя плюс-минус как-то вокруг мотора нормально балансится, то здесь у нас все стоит справа. Я нашел статьи реально там 80-х, типа 90-х, и немецкие, и прочее, где все эту машину там по-разному тестировали. И вот конкретно у нас в случае с правым рулем, капот бы нахер не оторвало, в случае с правым рулем все пишут, что типа, ну блин, из-за того, что у тебя вот узел массы здесь довольно высокий, а там массы очень мало, есть всякие странности в поведении автомобиля. Но опять же, куда-то очень быстро ехать на жиге, это, ну, занятие так себе. Вот. Вегас, конечно, со мной поспорит, но на то он и Вегас. Лучше помолчу. Блять, я всю жизнь с этой хуйни угорал. Как вот, сколько, ты снимаешь? Да. Сколько раз не натыкался, типа, вот на классических штуках, у тебя всегда вот эта вот наклейка ВАЗ, фильтр воздушный ВАЗ. У тебя как бы, ну, фильтр воздушный, тут ВАЗ. По салону здесь как бы, ну, во-первых, ебать, как странно сидеть с правой стороны в «Жигулях», да. Но все остальное, я не специалист, я тонкостей не знаю. Но у нас вот тут все в оригинале. У нас вот сиденья оригинальные такие, как должны быть вообще изначально, типа в ранней версии. И отличительное отличие, что у нас здесь, ну, типа, подголовники спереди.
И это прям вау, потому что как бы в то время не у всех автомобилей были подголовники спереди, сзади тем более, потому что это как бы элемент безопасности, который еще считался не элементом безопасности, это еще как бы нафиг ненужная штука. И еще одна фишка, на которую перли прям вот сильно в продажах, что у нас тут сзади ремни безопасности. В стоковой комплектации прям в базе идут, это тоже типа по тому времени в бюджетных автомобилях типа мало где встречалось. А здесь у нас вот, ну как бы, Soviet Union думает о вас. Во всем остальном, ну как бы, да, у нас дверные карты из другого материала, да, у нас как бы сами сиденья немного другие, у нас вот тут велюр, я не знаю, такой же он в классике или нет. Все остальное, вот как бы, ну, приборка в милях, это странно. Когда у тебя вот, ну, классическая наша обычная приборка, ну, там у тебя и мили, и километры, и ты такой, ебать, хуйре. А вроде бы как еще, там, типа, если прям залезть, типа, сильно посмотреть, там, вот у кого-то есть воздуховоды, у кого-то нет воздуховодов, то ли у наших, то ли у этих, хрен просы, типа, это не суть важно. Важно, что вот то, что осталось здесь всегда. Я в классике ездил не очень много, в целом, так, в своей жизни. Вот именно конкретно за рулем. Пассажирам там это делал дофига раз, а вот за рулем не очень много. Но вот у тебя есть вот эта вот классическая жиговская посадка, когда ты вот, ну, когда ты просто сидишь в машине, все нормально, все по кайфу, ты просто развалился такой, типа, все, Вася, замечательно, но когда тебе нужно ехать, ты вот, ну, как бы, ставишь ноги на педали, берешь руль в руки и понимаешь, что ты сидишь по диагонали, потому что у тебя ноги нужно сместить немножко влево, ну, обычно, когда вот руль у тебя натурально там находится, что просто у тебя ноги немного туда, руль немного сюда, и ты вот такой вот так вот, ну, в каком-то небольшом странном положении едешь, немножко наискось. Тут то же самое, только вправо, вот. Тоже, да, теперь ноги немножечко туда, туловище немного туда, руль как бы... Сейчас, когда поедем, еще все точно узнаем, но базовая типа посадка вот сразу вот прям жиговская, но в другую сторону зеркаленная. Хорошая машина, нет? Чисто руль и расположение лайк. Так, а на руле у нас какая эмблема? Я туда не смотрел. А ты что, принимаешь решение, не посмотрев и не изучив автомобиль? Вот как, значит, ты топишь за Тойоту, да? Ты просто как бы ничего не изучал, ничего не смотрел? Верно? Ощущениями. По ощущениям хороший автомобиль. По ощущениям биполярка какая-то. А в целом даже больше ничего и рассказывать тут особо и нечего. Вот магнитола Philips, да. Но самое важное, у тебя здесь чувство внутри, что ты как бы, во-первых, в эксклюзиве, во-вторых, это, ну, как бы, вот те ощущения, которые ты вряд ли можешь купить за деньги. Просто взять и пойти вот с ноги, что ты взял, пошел, купил первую попавшуюся. Нет, тебе эти машины в любом случае нужно будет поднимать с колен, тебе в любом случае их нужно будет доводить до идеала, тебе потом будет жалко с ними что-то делать, оно, скорее всего, будет тебя ставить в гараже, это будет машина летняя, как, собственно, вот эта вот тачка и есть. И даже несмотря на то, что ты здесь где-нибудь что-нибудь потерто уже просто там от возраста, где-нибудь что-нибудь, ну, как бы несовершенно, ты все равно чувствуешь, типа, сколько сюда сил вложено. И когда это твои силы, когда ты сам их сюда вот, типа, инвестировал, вложил, прям и так далее, это прям тот кайф, который ты вряд ли получишь в каком-то другом автомобиле. Вне зависимости от марки, от модели, от мощности, ни от чего угодно. Вот если ты какую-то тачку взял и из колена ее поднял, все, заебись. Что бы это ни было, типа, ты точно будешь красавчик, как минимум сам у себя в голове, это самое важное. А тут еще и эксклюзив. Кайф. Мне очень интересно, как они, вот какие-то там журналисты, которые в Британии сидели и писали статью, что там типа, знаете ли, на скоростях выше 70 миль в час, когда ты очень быстро проходишь поворот, там, ну, иногда появляется небольшой андерстир. Я такой, вот на этом, ты чё? Ну, короче, что точно понятно из этого обзора? Первое, что ебать англичанам было неудобно на этом ездить. Еще чуть-чуть и забуксовал бы. Это как раз из-за педали газа. Потому что у тебя здесь, ну, типа, реально высоко находится педаль, к этому надо привыкать. А даже если ты привык, у тебя все равно нога находится постоянно в напряжении. Даже с учетом того, что у меня, типа, ну, довольно большой лапоть, плюс я довольно хорошо он гнется, мне все равно сидеть вот так вот неудобно. И второе, я вспомнил забытое чувство, когда у тебя вот, ну, какой-то очень такой вот старый, интересный и собранный автомобиль, что это просто ты едешь, такой... Если, условно говоря, была бы задача, что условно есть 500 000 рублей, и надо выбрать, марка купить или вот такую вот машину, я бы купил такую. Потому что за 500 000 уже нет марка нормального. Ну или что там, блядь, праворукая это бывает. Там, за 500 000 точно ничего не бывает праворукая. Ну вот как ты говоришь, из двух сваренная, да. Каждый день на этом ездить даже просто тупо будет жалко, потому что в этом самая большая проблема любой вот такой вот, типа, старой, ухоженной, восстановленной машины, тебе становится ее жалко. Ты ее берешь, долго с ней ебешься, приводишь ее в идеальный вид. Вот мы даже сейчас уже, чтобы достать эту машину на съемки, владелец уже хотел ее законсервировать до весны. И мы его на недельку попросили еще машину подержать на погоде. Он такой, ну ладно, так и быть, сделаем. Поэтому, собственно, ну как бы такой вот и обзор.
даже не знаю, что вам тут еще рассказать. Эмоции охуенные, я повеселился. Мне забавно. Покупать какие-нибудь автомобили чисто для того, чтобы угореть, повыделываться или вот, ну, каким-то образом приложить свои руки и потом как-то по-своему кайфануть, да, конечно, стоит так делать. Потому что что? Потому что ездить с улыбкой. Это самое главное. А где, как не в автовазе-то? Как дурачок улыбаться. Напишите-ка в комменты все. Кто тут дурачок еще? АвтоВАЗ-клуб, ваш выход. Давайте просто мне. Как ты людей на меня натравливаешь просто. А хули тут сидит он такой, блядь, кандидат от народа. Я тоже теперь хочу праворульную жигу. Правый руль говно, праворульная жига кайф. Так, а теперь Марк Клуб. Пишите Не, ну просто кого ты удивишь, блядь, праворуким Марком? Всем похуй. Ну, типа, все такие, очередная японская вот это вот что-то там. А жиги знают все, а когда это праворука, это типа, чего? Самая простая вещь, типа, понять, насколько у тебя, ну, удивительная ситуация, это попробовать ее перекинуть на какое-нибудь другое. Вот, ты же даже леворуким Марком никого не удивишь. Ну, на леворукий Марк всем похуй. И на правые руки Марк всем похуй. Всем просто похуй на Марк. Ну вот, давай определимся с этим. А вот праворукая жига, это праворукая жига. Ну ладно, один раз с тобой соглашусь. Так часто меня за коленку не дергали. Я мог, конечно, отмазаться, то, что здесь ручка просто рядом, но мне просто нравится трогать тебя за коленку. Раз уж, блядь, сегодня вечер признаний. Надеюсь, вам было так же весело, как и нам. Потому что нам точно было весело. Когда это выходит у вас? У вас там плюс-минус ноябрь уже, наверное. А может быть даже где-то чуть пораньше. Но в любом случае уже погода так себе, листья падают. Не. Поэтому чаечек, пледик и какой-нибудь уютный фильм посмотрите, там что-нибудь такое. Кайфани сегодня, короче.